flowing with the tide, the universe inside. The answers come to me, they set my spirit free. Здравствуйте, мои невероятные, с вами снова я, ваша Каролайн, и это, как всегда, гадание с любовью. Мы сегодня посмотрим с вами расклад на тему «Сведет ли вас еще судьба?». Это было предложение одно из в комментариях. Я читаю комментарии, я помню, что я обещала, мы с вами еще посмотрим на мужа, обязательно посмотрим. Я думаю это сделать до 2026 года, честно скажу, такой был достаточно загруженный год, просто физически и морально не хватало сил для того, чтобы вывести такой расклад, потому что хочется дать более глубокий. У меня там были маленькие идеи касательно дополнительной информации, все-таки мы это все обязательно реализуем, и я надеюсь, в этом году все-таки ретро-меркурий уже закончился, нас вернули в прежние идеи и в прежние какие-то планы, и нужно их завершить наконец-то все-таки. Сегодня мы посмотрим с вами расклад на тему «Сведет ли вас еще судьба с вашим молодым человеком, про которого вы думаете?». Ну, если да, соответственно, зачем, с какой целью и как это будет. Если нет, то, соответственно, почему. У нас с вами 4 короля, здесь уже я их приготовила. Пока я здесь их тасую, пожалуйста, настоятельно рекомендую. Заварите себе чаечек, кофеечек, сядьте поудобнее, настройтесь на информативный, позитивный расклад. Я надеюсь, он таким будет. Вот, еще подписывайтесь на телеграм-канал, у нас там такая маленькая комьюнити, там я особо не спамлю, пишу просто раз в неделю астро-таро прогноз и ежемесячно добавляю какие-то астрологические данные, чтобы вы были в курсе всех событий. Ну, я думаю, вы в принципе в курсе всех событий, потому что информационное пространство просто полное большого количества информации, но я там так коротко, ясно, мне кажется, очень, в принципе, мне помогает иногда, знаете, понять, что вот сегодня почему у меня такое настроение, все виноват ретро-меркурий. Как всегда во всем. Вот Меркурий везде, во всем виноват. Вот, также у меня есть возможность стать спонсором на моем канале. Это достаточно такая символическая сумма на буквально чашечку кофе. Пока что она сделана в целях просто сделать какой-то донат, да, мне. Но в перспективе я надеюсь, что я еще туда вот своим спонсорам, благодарю, кстати, вас, своим спонсорам обязательно сделаю какую-то вот для них личную папочку с какими-то интересными видео по их запросу. Ну, я к этому тоже обязательно приду. Главное теперь дожить. Ладно, все, шутки шутками, давайте смотреть последовательность ваших мужчин. Первый мужчина — это король Пентаклей, Телец, Дева, Козерог. Второй мужчина — это король мечей, Близнецы, Весы, Водолейчики. Третий мужчина — король жезлов, Овен, Лев, Стрелец. И четвертый мужчина — это король кубков, Рак, Скорпион, Рыбки. Мужчины на столе. Я прекрасную мою подписчицу благодарю за тему для расклада. Я надеюсь, чай, кофе вы уже подготовили, и мы поехали. Первый мужчина — король Пентаклей. Девочки, кто загадал короля Пентаклей, здравствуйте, мои невероятные. Смотрим. Смотрю, записывает или нет, потому что на короле Пентаклей в прошлый раз такие приколюшки были. Я помню. Не хотел он признаваться в чувствах. Ладно, давайте смотреть. Звезда. Ну, он явно на вас смотрит. Не знаю, где-то на расстоянии. Такое, конечно, ушел, неинтересно, но интересно на самом деле, давайте честно. Но все-таки вспоминает ли человек о вас? Думает ли? Если да, то что? Если нет, то почему? Сведет ли вас еще каким-то образом с этим человеком судьба? Ну, либо какие-то возможности. То есть будет ли еще какая-то встреча, коммуникация? Если да, каким образом? Если нет, то, естественно, почему? И причина, да? То есть причина. Зачем это нужно? Но я смотрю с точки зрения вас. То есть зачем это нужно вам? Ну, рыцарь Пентаклей, страшный суд, солнышко.
такой. Слушайте, на самом деле, скорее всего, и вы для него достаточно судьбоносные, и он для вас. Ну, то есть каждый тут друг другу в копилочку что-то положил. Скорее всего, он, даже если он создал в вашей жизни, да, то есть я сейчас про него скажу, вот вы для него действительно кармический, скажем так, партнер. Благодаря вам запустились какие-то определенные важные процессы в его жизни. Вопрос в том, что пошел ли он туда или нет, потому что есть ощущение, что человек избегает. Человек как-то по кругу где-то циклично ходит, и что-то он для себя внутри не проходит. И, скорее всего, вы в его жизнь приходили для какого-то чего-то важного. Но он это либо упустил, либо не заметил, либо не вовремя на это обратил внимание, потому что рыцарь Пентаклей — это все-таки про движение к цели, но достаточно медленно. И, возможно, даже, знаете, не прямым путем. Ну, такая, вы для него намного важнее, чем вам кажется. Хотя, может, вы знаете, если вы пришли сюда отполировать свою прекрасную корону, и чтобы я вам классно, знаете, сказала, что вы невероятные, мужчины там плачут над вашими фотками, пожалуйста, здесь 100% так и есть. Даже если здесь вот что-то выйдет не так, поверьте, там вот дно колоды, оно все немножечко приоткрыло. Давайте, думает, так аж голова болит, 9 мечей, думает о вас. Есть переживания и страхи, до сих пор вы в его голове, то есть эта история, она не завершена. По крайней мере, в голове у человека вы не ушли оттуда. Вы там поселились, скорее всего, и достаточно так надолго еще и за аренду не платите, и музыку громко включаете, знаете, прям такой... неудобный сосед, вот так вот я бы сказала, думает. Вот, пожалуйста. Говорю же, что-то недозавершено. Человек все еще к вам имеет какую-то цель, как-то еще направляется. Не знаю, какой у него план, потому что, судя по 2 жезлов, плана-то как такового нет. Скорее, это больше, знаете, поддаваться эмоциям, но вы для него-то королева кубков. Ну, извините. 7 Пентаклей, что-то он еще все еще ждет. То есть у человека в голове вся эта история еще не завершилась. Даже если прошло 10 лет, вот у меня там бывает, говорят, там 10 лет прошло, вот он уже не вернется. Боже, на моем личном опыте, на опыте моих клиентов возвращаются даже через 15-20. Иногда такие кадры возвращаются. Ты просто сидишь и думаешь, как ты вообще, я даже имя твое не помню. Но вот тут вот про то, что у человека в голове не завершена с вами еще история. Есть чувства, есть... желание с вами коммуникации, до сих пор есть какая-то эмоциональность, то есть человек до сих пор штормит, и он чего-то все еще ждет. Ну, такое немножечко, конечно, но, естественно, как без этого. Давайте все-таки скажу, вот то, что он пытается мне вот рассказать, я это скажу. Да, то есть на фотке вашей девочки он не только плачет. Конечно, ну, естественно. При том, что, конечно, визуал может, знаете, такое лицо кирпичом, и он такой весь иерофант, да, то есть мне-то из себя, конечно, человек гораздо больше. То есть либо показывает, что ему неинтересно, либо что у него достаточно все хорошо в жизни, на самом деле все не так. То есть визуалу здесь верить нельзя. Я бы вам не советовала этого делать, потому что, ну, давайте так, маскировать свои эмоции и чувства человек умеет. И умеет достаточно хорошо. Был бы Оскар, дала бы ему Оскар. Или что там дают? За хорошую, качественную актерскую игру. Ладно, давайте. Сведет ли вас еще судьба? 7 жезлов. Не знаю, кто-то против. Кто-то против. Слушайте, давайте честно скажу. Девочки, кто вот все еще ждет от этой истории love story, да, какой-то с хэппи-эндом, перезагадайте вариант. Или, ну, может, вы чувствуете интуитивно. Я сейчас не обесценю вашу интуицию, ваши чувства. Если вы отдаете себе отчет и понимаете, что это не иллюзия, а интуиция, и вы действительно знаете, что это человек, ну вот прям по судьбе, это просто не ваш вариант. Потому что здесь четко для человека проигрывается история, что человек проявится в вашей жизни активно, сам, неожиданно, но для того, чтобы вы умели правильно, качественно защитить свои границы. То есть этот человек вам несет важный урок на энергетическую защиту, потому что, скорее всего, он сам внутренне нестабилен, и вот это, пожалуйста, и вот это к вам принесет. Он проявится сам.
Но для вас это действительно судьбоносная история с тем, чтобы двигаться там дальше, двигаться в свое какое-то проявление, в свою какую-то жизнь. Потому что здесь конкретно для вас что нужно? Я вот этот урок усвоила, мне уже по голове один раз этими граблями прошлись, мне достаточно. Человек не изменился. То есть он придет, и он может даже активно добиваться вашего внимания, активно проявляться, так как не проявлялся. А может, кстати, агрессивно, кто знает. Вам нужно защитить свое. Вот тут вот скажу так, у вас 100% этот человек в вашей жизни появится, но, по крайней мере, давайте так, может, это сейчас, да, то есть, кто знает, у человека поменяется его химическая, не знаю, составляющая, химическая ДНК, внутренняя энергетическая, да, и человек поменяется и придет совсем с другим в перспективе, попозже, не знаю, вы защититесь, закроетесь, он поймет, случится чудо, и человек поменяется. И вот тогда можно, в ближайшее время я бы сказала нет. То есть вот когда он проявится, вам все-таки нужно держать дистанцию и защитить себя, потому что это явно урок на защиту своих границ и на признание внутренней ценности. Потому что, по крайней мере, сейчас человек больше, чем до этого, дать вам не может. Вот такой вариант был. Спасибо. Мы идем к двоечкам. Двоечки, здравствуйте. Кто загадал? Короля мечей. Смотрим вас. Начнем с того, что думает ли человек о вас, вспоминает ли. Он честно в процессах каких-то рабочих, деловых, деньги, потому что 5 пентаклей, повешенный. Думает ли, вспоминает ли, если да, то что, если нет, то почему. Сведет ли вас еще судьба с этим человеком? Либо обстоятельства, либо события, либо он, может, сам. Если да, то зачем? Точнее, как? Да, если да, то как? Если нет, то почему? И зачем это вам нужно в целом? Да, то есть зачем для вас конкретно? Вот я на вас смотрю. Мне вы важнее. Я очень эгоистично к этому отношусь. Мне важнее ваши чувства и вы, чем вот ваши мужчины, которые вы смотрите. И зачем это вам нужно? Колесо фортуны тоже, кстати, такая цикличная история. Не могу сказать, что она завершилась. Давайте, думает ли он о вас? Знаете, на что это похоже? Человек пытается внутренне себе очень сильно повысить самоценность. Это как натянутая энергия, когда я ее получаю от того, что мне кажется, вот я в голове представляю, как я буду там, знаете, помните, вот эта штука была в школе? Думаю, она у каждого была. Когда мы там красились, одевались, включали на фоне Бритни Спирс и ходили там вот, не знаю, может, у меня такое только было. И вот представляли, что там сидит вот тот парень, который нравится очень сильно. Вот я прохожусь перед ним вот так вот, чтобы он там посмотрел, какой вообще куколку в 8 классе он потерял, понимаете? Или 9 класс, неважно. Я о чем говорю. Вот очень похожая история, когда очень сильно человек пытается раздуть свою ценность в голове, чтобы показать, что вы могли потерять, что вы потеряете, либо потеряли. Вот мне даже, знаете, у меня даже на голос, я не могу сказать в голос «потеряли». Потому что у человека все еще продолжается история, и он оттуда еще энергию берет. Вот ему бы хочется, знаете, хотелось бы быть успешным, классным, там, офигенным, чтобы... Он не забыл о вас. То есть человек думает о вас. Он реально с этого всего имеет какой-то ресурс. То есть человек себе достаточно классно приподнимает вот это вот, не знаю, внутреннее чувство, когда представляет, что он там где-то вас видит, и вы увидите, как вы вообще, кого вы потеряли. Не знаю, на Бентли он подъедет, знаете, на Феррари, там, что вам там нравится.
Ну вот все равно фокус, конечно, на вас. В любом случае. Но через свою призму. То есть хочется быть в ваших глазах победителем. Хочется быть в ваших глазах, знаете, таким мужчиной, который в вас не заинтересован. Знаете, вот эта штука, мне хочется прям побить. Вот чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Вот эта вся история, вот это про это. Потому что здесь человек действительно очень тонко, вот правильно пытается держать власть в своих руках путем а-ля незаинтересованности в вас, но с такого чувства собственного, знаете, возвышения, вот так вот, ну, в голове вот так хочется, ну, звезда, конечно, но при этом вы для него императрица. Может быть, конечно, еще там представляют, что он там, не знаю, семью и еще что-то, ну, тут скорее вы, ну, тут нет, тут скорее вы, потому что реально вы. Почему, смотрите, почему вообще так? Потому что он подсознательно понимает, что потерял он. Понимаете? Ну, вот такая вот история в голове у вашего молодого человека. Не знаю, вот визуально как он вообще это все. Да, иерофант. Это тоже, кстати, вот как король Пентаклей. Визуально я иерофант. Я мудрый, классный, да, то есть не верим вот этой картинке. Второй Оскар однозначно у короля мечей. 100%. Потому что здесь человек реально очень четко пытается делать вид, что он сознательный, серьезный, самоуверенный, там, достигатор, не знаю, там у него все хорошо, он там все у него получается, но на самом деле, ну, нет. На самом деле только в голове. А вы такая вся королева мечей, туз мечей. Знаете, вот вашего признания хочется. Именно признания. Не знаю, явно он с вами какой-то урок проходит. Вы тут важнее, вы ценнее, вы мудрее, вы умнее, вы достаточно энергетически сильнее, честно скажу. Если вы думаете наоборот, вы глубоко ошибаетесь. Опять же, есть определенное, вот то, что люди транслируют, просто женщины зачастую более эмоциональные. Они поддаются больше эмоциям, чем мужчины. Не все, не все. Кто-то умеет контролировать, вообще уважаю, люблю и научите. Потому что я из тех людей, у меня на лице всегда написаны все мои эмоции. Я не умею врать. Спасибо моей маме. Она у меня, знаете, как... Она у меня дева, и она меня научила говорить правду. И ложь у меня всегда на лице написана, то он очень классно может врать. Более того, даже голос не дрогнет. Но при этом вы для него очень такая ценная. И намного круче, чем вам кажется. Сведет ли вас еще судьба? Пустая карта. Под вопросом, знаете, вот я бы сказала. 50 на 50. Возможно, знаете, вот сейчас, я вам так скажу, сейчас нужно найти баланс внутри себя и вообще на самом деле попытаться полностью сместить фокус внимания на себя, потому что явно какая-то энергия куда-то уходит. И судя по зачем это вам, да, девятка мечей, она уходит от вас. То есть она у вас может, вот этот дефицит, проблема с энергией может, допустим, вызывать у вас тревогу, панические атаки, депрессии, переживания, апатию, отсутствие физических сил, знаете, отсутствие концентрации. Потому что человек действительно что-то у вас забирает, подвампиривает. Вот так бы я сказала. При том, что даже если эта история давным-давно закончилась, все еще вот туда куда-то уходит энергия. Встреча 50 на 50. Она вообще, скорее всего, будет, честно, с его, наверное, подачи, потому что мужчина тянется, мужчина тянет к вам. Он действительно, ну, по крайней мере, не сейчас. Почему-то сейчас вот должно быть расстояние. Оно изменится. В перспективе, да, для какой-то части из вас действительно изменится, и что-то вот реально очень кардинально поменяется. А для какой-то части из вас вы пойдете дальше. Ну, давайте так, более вероятно, что встреча будет, и она будет создана не судьбой, а им. Его будет тянуть. Но его вот все равно сила рыцаря мечей тянет к энергии. Вот знаете, как будто бы вот вы сделаете какой-то отток, не знаю, может, сделайте отвязку, либо, знаете, разорвите связи энергетические.
Ну, потому что сейчас, по крайней мере, это пока, знаете, как будто бы подпитка от одного человека. И мне кажется, это больше его. Если вы этого не чувствуете, и у вас этого нет, просто, знаете, почистите связь свою с ним, энергетическую, вот все. Просто почистите для себя. Либо какой-то оберег поносите на себе, ничего в этом плохого нет. Но, по крайней мере, человек реально прям, вот ощущение, что немножко питается вашей энергией, поджирает. Вот такой вариант. Спасибо большое. Дальше мы идем к королю жезлов. Здравствуйте, мои прекрасные. Кто загадал короля жезлов? Смотрим вас. Думает ли человек о вас? Вспоминает ли? Если да, то что? Если нет, то почему? Сведет ли вас еще с ним судьба? Либо события, ситуации. Если да, каким образом это случится? Если нет, то почему и зачем это вам? Опять же, я достаточно эгоистичный человек, я думаю только о вас. Ой, десятка жезлов, семерка кубков, этому человеку тяжело. Правда, прям тяжело. Кстати, до конца может и не понимать ценности, ну, не то чтобы ценности любви, а вообще, знаете, вот человеку чем тяжелее, допустим, может быть путь, тем более вероятно, что это любовь. Потому что ощущение, что вот, не знаю, либо за любовь нужно бороться, либо еще что-то. У него есть какое-то убеждение, а он как будто бы у него сил-то особо нет. А рыцарь мечей, четверка мечей, ну да, нет сил. У него вопрос с построением отношений. Я бы так сказала. А еще, может быть, знаете, есть мое мнение, есть неправильное. Думает ли он о вас? Да думает. Знаете, вот никак не может тоже сепарироваться, никак не может отпустить что-то. До сих пор есть эмоции, до сих пор есть желания, мысли. Я шестерку мечей прочитаю как мысли. То есть вроде как человечек-то отправился к новому берегу, да, но мечи-то со старого берега в новый с собой везет. Вот это про то, что вы в его голове находитесь, вы достаточно, то есть здесь нет такого, что прям человек отпустил. Есть желание отпустить, но при этом параллельно нет желания отпустить. Потому что вроде бы как смерть падает, да, то есть так как раньше, возможно, не держится по четверке пентаклей, да, на которую падает смерть, но все равно данные две карты, они указывают, еще и с рыцарем жезлов, указывают скорее больше на эмоциональную качелю, да, то люблю, то отпускаю, то не могу отпустить, то вот, знаете, как нахлынивает на него иногда, вот эмоциональным каком-то, эмоциональным фоном. Хотел бы закрыться, но не может. Вот оно как, знаете, по новой постоянно. Хорошо, давайте, что еще думает о вас? Знаете, если мы говорим про мысли, вот в мыслях, в голове желание уже наконец-то там уже перестать о вас думать. Но нет, эмоции все еще свежие. Все еще тянет, смотрите, все еще в голове, все еще, вот говорю же, его туда-сюда шатает. Думает. Хорошо. Что еще он думает о вас? Ну, опять же, паш кубков, легкомыслие какое-то. То есть человек... Не знаю, мотивацию, может, ищет для того, чтобы... Может, он какой-то у вас там писатель. Писатель-фантаст. Вы знаете, нужна муза. И чем дальше она, чем больше разбито сердце, тем лучше тексты пишутся. Ладно, это, конечно, утрирую, но тут он думает. Но такое ощущение, что он сам себе причиняет боль, сам себе причиняет вред, потому что есть чувства в отношении вас. И они достаточно долгие, они правда есть, он скучает, у него есть чувства, у него прям чувства. А человек как будто бы сам себе что-то запрещает, сам себя обманывает. Не знаю, какая-то такая история. Я даже не хочу сильно копаться, потому что я ничего не понимаю, если честно. Потому что вроде как и отпустить хотел бы, но не может, но не делает ничего.
чувства есть и ёкает, но как будто бы и их не реализовывает правильно. Не знаю, может, какие-то есть причины, почему так происходит, да, может, между вами есть какие-то там нюансы. Давайте, и тянуть дальше не может, и отпустить не может. Вот так вот. Сведет ли судьба, тоже пустая карта. Давайте так. Могу сказать. Ну, главное, конечно, чтобы вы тут первое не писали, не проявлялись по королеве кубков. Я все-таки, хотелось бы, знаете, прочитать про то, что человек проявится, как попробует начать с чистого листа, потому что есть чувства. Либо встретитесь, может быть, из-за кого-то, благодаря кому-то, либо даже вот опять же королева кубков, благодаря, может, какое-то мероприятие чье-то, да, либо вот это какой-то человек, может быть, связка, встреча будет. Зачем вам это нужно? Ну, не знаю, колесо фортуны — это цикл, цикличность. Либо чтобы войти в новый цикл, либо чтобы наконец-таки закончить старый. Тут уже, конечно, каждый для себя свое, потому что, я не буду говорить про... Нет, каждый для себя свое там поймет, потому что, вы явно что-то с этим человеком важное для себя уже осознали, осознаете. Все-таки давайте, сведет ли вас судьба по пустой карте? Давайте так, шансы будут. Оно прям будет. И, может быть, это еще, знаете, колесо фортуны, королева кубков. Это какой-то неожиданный шанс для вас. К примеру, вас могут пригласить на какое-то мероприятие, а вы будете достаточно в таком ненастроении. А потом окажется, что он там был. Либо там были какие-то его знакомые, да, либо... может быть, куда-то поехать, я не знаю. Тут что-то будет связано с тем, от чего вы можете реально отказаться почему-то. И, возможно, отказ будет конкретно с вашей стороны, потому что, все-таки на женскую энергию карты падают. При том, что эта встреча, реальная возможность с ним еще раз встретиться. И реально может либо завершиться цикл, либо начаться заново. Вот как вам какое-то предложение приходит, либо вам выбирать нужно будет. Вы должны будете принять какой-то выбор. Опять влюбленные, смотрите. Слушайте, может, конечно, прямолинейно он там напишет: пошли на кофе, может, пойдешь со мной на кофе или не пойдешь, вы будете выбирать. Хорошо, может быть такое, что в лоб предложит вам встречу, но это может быть реально связано быть с какой-то встречей, с каким-то мероприятием, либо с какой-то поездкой, с каким-то, куда-то там, где вас поставят перед выбором, но вы будете реально чем-то поглощены настолько, что вы этого не увидите. Даже вплоть до того, что может быть не мероприятие. Хорошо, королева кубков, да, там, не знаю, если это ваша энергия, там, вы там идете по дороге, он по правую сторону идет буквально, вам нужно повернуть голову, а вы в телефон, знаете, смотрите, что это карта, вот 5 кубков, вы куда-то смотрите и чего-то не видите. Реально можете так идти в телефон смотреть и просто его не заметите. Но встреча возможна. Прям возможно. Пересечетесь вы или нет, это действительно, скорее всего, будет уже судьбой, либо вами создано. Вот такая история. А мы идем к последнему варианту. Последний вариант — король кубков. Кто загадал короля кубков, девочки, здравствуйте. Смотрим вашего мужчину. Думает ли он о вас? Вспоминает ли? Если да, то что? Если нет, то почему? Дальше. Сведет ли вас еще Вселенная вместе? Высшие силы, не знаю, судьба. Он может сам проявиться. Если да, то каким образом это случится? Если нет, то почему? И для вас. Зачем это нужно для вас? Двойка жезлов, тоже карта выбора. Может, вы будете выбирать. Солнце, 8 пентаклей.
Может, вы правда будете выбирать. Ладно, давайте. Думает ли этот человек о вас? Да, 4 пентаклей мою никому не отдам. Конечно, думает постоянно, но опять же, такой весь достаточно скрытый, закрыт, не показывает ни чувства, абсолютно не показывает заинтересованность в вас, скорее всего, даже энергетически пытается казаться отстраненным, не интересующимся, но постоянно. Ну, жрица и колесо фортуны, извините. Но вы из его головы не выйдете, скорее всего, никогда. 7 кубков, пожалуйста. Иллюзий. Как бы ни пытался уйти, знаете, как никак договориться с собой, такое ощущение, что не может, потому что все равно вот влюбленный, маг, не хочет он. Вот для него точки нету. Он все равно возвращается к вам. Вроде как смерть, но опять же, вот как будто бы на нее 7 жезлов, пожалуйста. Сопротивляется тому, чтобы отпустить вас. Ну, 4 мечей, ой, 4, господи, пентаклей, пожалуйста, да? Держится за вас все еще в мыслях. А почему? А потому что, вы знаете, даже несмотря на то, что, может быть, если он сделал какой-то выбор, принял какое-то решение, на самом деле он его не принял. Либо, знаете, когда он понимает, что он принял его неправильным, то есть неправильное решение. Мужчина всегда держится за женщину и имеет ее, знаете, в поле зрения, и за ту, которую он считает, что он не, ну, как бы, он поступил неправильно, что с ней можно было бы действительно что-то действительно качественное выстроить. Ну и, возможно, опять же, это про любовь, про чувства. То есть человек действительно, как бы ни казалось, что он принял какое-то решение, на самом деле это не так. То есть явно это решение не против вас, внутри, по крайней мере, подсознательно. Не отпустил. Да и не хочет, наверное, не знаю. Много думает, большое количество разных мыслей. И переживаний, и страхов, и, короче, там такое. Разные мысли на самом деле. Ладно, давайте, сведет ли вас судьба еще с этим человеком? Повешенный. Не в ближайшее время. Вообще, на самом деле, сведет. Сведет, но не сейчас. Если мы говорим, почему нет для вас, да, вот почему повешенный и умеренность какое-то время нужно выждать, потому что ситуация должна измениться. То есть на самом деле для вас эта история нужна, во-первых, может быть для кого-то реально для того, чтобы пойти дальше, а для кого-то нужно, чтобы, допустим, человек немножко поменялся и был готов сесть за руль автомобиля, в котором вы будете ехать вдвоем, ну, метафорически, да, то есть человек к чему-то не готов. Если мы говорим, почему этого не случится, почему наоборот это как будто бы оттягивается, растягивается какое-то время, это не случится в ближайшее время. Да, возможен переворот, история событий, когда поменяется ситуация, реально там с ног на голову, и реально встреча. Для меня все равно вот эти все карты, триплет этот старших арканов, про то, что как будто бы судьбоносно запланирована встреча, но запланирована не сейчас. Почему? Потому что, возможно, ему реально нужно к чему-то дорасти. Потому что для вас это нужно, вот для вас это нужно, вот прям реально, потому что ему нужно что-то вам предложить большее, чем он предлагал раньше. Вы-то можете согласиться на меньшее, но вам-то вот Вселенная говорит, да нет, я-то не дам ей на это согласиться, потому что она по справедливости должна согласиться на то, что ей дано по справедливости. А человек сейчас этого вам дать не может. Поэтому тут, скорее всего, такая растянутая история. И тут очень много зависит от того, как человек сейчас будет это все проходить, и насколько все-таки качественно он будет расти. Потому что, ну, скорее всего, девочки-жрицы, да, все-таки колесо фортуны, жрица, а вот тут и много старших арканов вышло на вас. Вы необычные. Может, конечно, опять же, мы как любительницы трансформации, да, через определенные чувства, эмоции, мы сами-то на хромой-то козе подкатывать разрешаем, на какие-то моментики глаза закрываем, а Вселенная тут как будто бы против. Баба-яга против, да, вот, ну, 4-й вариант вот такой. Но встреча будет, но не сейчас. Ему нужно созреть. Вашему пирожочку нужно как бы допечься в печечке. Вот такой был расклад. Спасибо вам большое. С вами была ваша Каролайна. До благодания с любовью. Я вас всех обняла, поцеловала. Пока. The answers come to me.
They set my spirit free.